Добрый день, дорогие друзья! Учитывая позитивную динамику под последним видео на нашем канале, мы решили продолжить тему британской королевской семьи и снять новый ролик, который будет сосредоточен непосредственно на 5 самых главных скандалов в истории семьи Виндзоров. А недалеко не секрет, что жизнь членов королевской семьи при как Елизавете II, так и ее предках протекала по довольно четкому регламенту. Общественность видела лишь безупречную картинку дворцового быта, но на самом деле с закрытыми дверьми кипели страсти похлеще, чем в некоторых латиноамериканских сериалах. А мы же, в свою очередь, попробовали сгруппировать в некоторый топ те скандалы, которые сопровождали правление британской короны, и этот топ представляем вашему вниманию далее. Начнем, пожалуй, с скандала или же факта, как будет угодно, не получившего огромной популярности в СМИ и касающегося непосредственно Елизаветы II и ее мужа Филиппа. Как выясняется, Филипп четвероюродный брат Елизаветы II, и, в общем-то, у них общая прабабушка королева Виктория. Что ж, в королевских семьях подобные браки не редкость, и как-то язык не поворачивается назвать это инцестом. Далее уже ситуация с куда большим душком. И касается она непосредственно новоиспеченного короля, в недавнем прошлом принца Чарльза и семьи небезызвестного террориста номер 1 Бен Ладена. В июле 2020 года журнал The Times рассекретил некоторые документы, согласно которым в 2013 году сын Елизаветы II встречался со сводным братом террориста Усамы Бен Ладена, Бакром. И ладно бы, если бы это была просто встреча, однако принц Чарльз принял от Бакра пожертвования для своего благотворительного фонда в размере приблизительно 1 миллиона 200 тысяч долларов. Издание The Guardian позже связывалось с представителями британской королевской семьи, однако те в разговоре с журналистами заявили, что пожертвования в пользу благотворительного фонда в общем-то одобрили попечители, а принц Чарльз, по словам представителя пресс-службы, отношения к происходящему не имел. Следующий скандал также имеет отношение к сомнительным связям британской короны, и будет он относиться еще к тем временам, когда Елизавета II не взошла на престол, а главным действующим лицом станет ее небезызвестный родственник Эдуард VIII. А еще до Второй мировой войны Эдуард VIII, позже отрекшийся от престола, вопреки множествам советов правительства, встречался с Адольфом Гитлером и даже салютовал немецкому народу. Я думаю, не нужно объяснять, каким именно образом. Снимки Эдуарда VIII с супругой Уоллес Симпсон и рейхканцлером, сделанные в 1937 году, доставили британской королевской семье очень много неудобств. При этом Эдуард довольно лестно отзывался о Германии и ее вожде, из-за чего британскому королю даже пришлось спешно сплавить сына на Багамские острова, дав ему должность местного губернатора. Впоследствии Эдуард связь с нацистами отрицал, утверждая, что просто махал рукой немецким солдатам. Ну да, конечно. Однако позже в СМИ появились документы, которые подлили масло в огонь. Согласно перехваченным телеграммам, немцы предлагали или как минимум планировали это сделать британскому наследнику восстановить его право на престол в обмен на его поддержку во время Второй мировой войны. И по данным историков, Эдуард VIII якобы сливал немецкой стороне важные данные, которые помогли взять Францию. Однако после окончания войны тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль заявлял, что телеграммы содержат недостоверную информацию и созданы с целью опорочить вполне себе добропорядочного британца. Переходя от скандалов, связанных в большей степени с геополитикой, нужно обратиться к тем событиям, которые происходили непосредственно в семье британской короны. Следующим скандалом, о котором стоит поговорить, стал скандал, связанный с принцем Гарри и Меган Маркл, снявшими с себя полномочия. Его можно назвать условно «до свидания, монархия». Женитьба Гарри на Меган была сама по себе скандальной, но настоящий гром разразился, когда пара объявила о решении покинуть Кенсингтонский дворец. Менее чем через 2 года после свадьбы, а именно в мае 2017 года, герцог и герцогиня Сассекские объявили, что после многих месяцев размышлений и внутренних обсуждений они планируют оставить свои королевские обязанности. Сперва о своем решении они объявили посредством странички в Instagram, а уже 2 месяца спустя они поселились в Калифорнии со своим сыном Арчи. Ну а в марте уже, так сказать, свободные Меган и Гарри дали интервью Опри Уинфри. Герцогиня, кстати, намекала на расизм в королевской семье и нежелание дворца давать титул их сыну, а Гарри пожаловался, что отец прекратил с ним общение. Но завершить историю о скандалах британской королевской семьи невозможно без упоминания любовного треугольника принца Чарльза. До того, как сыграть свадьбу с принцессой Дианой в июле 1981 года, I, Charles Philip Arthur George. I, Charles Philip Arthur George. Take thee, Diana Francis. Take thee, Diana Francis. To my wedded wife.
to my wedded wife. Чарльз состоял в романтических отношениях с Камилой Паркер Боулс. Сын королевы не мог жениться на своей возлюбленной из-за ее неподходящего имиджа тусовщицы, ну и более низкого социального статуса. Их отношения закончились тогда, когда Чарльз вступил в Королевский флот и отправился в плавание. Леди Диану с принцем Чарльзом познакомила старшая сестра девушки Сара. В конце 70-х годов она крутила роман с наследником престола, но неосторожная фраза лишила ее возможности стать женой короля. В разговоре с журналистами Сара якобы обмолвилась, что точно не вышла бы замуж за Чарльза, если бы тот был сборщиком мусора, а не королем. Нетрудно догадаться, что принц пришел в ярость, прочитав данную статью. На протяжении отношений и брака с Дианой принц Чарльз продолжал поддерживать связь с Камилой. Супруга принца знала о любовнице и пыталась привлечь внимание мужа любыми способами. В одном из интервью Диана рассказывала, что, будучи на 4-м месяце беременности, намеренно бросилась вниз по лестнице, чтобы муж обратил на нее внимание. В 1982 году принцесса Диана родила сына Уильяма, а в 1984 у пары родился еще один сын Гарри. А будучи несчастными в браке, как принц Чарльз, так и принцесса Диана заводили любовные связи на стороне, а журналисты то и дело выпускали статьи с громкими заголовками, которые не могли не сказаться на имидже всей британской королевской семьи. Что ж, на сегодня это все. А вы, друзья, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, это очень помогает в развитии нашего молодого и нового канала. Также будет интересно почитать, какие вы знаете скандалы из истории британской королевской семьи и какие бы вы включили в данный топ, а какие, возможно, бы убрали из того топа, который сегодня предоставили мы.